Привет, меня зовут Саша Акимов, и сегодня я расскажу вам про премиальный компакт Ricoh GR Digital 4. Я вообще люблю фокусное расстояние 28 мм и стараюсь обозреть все существующие компакты с этим фокусным расстоянием, собственно. У меня уже есть на канале обзор на Fujifilm X70. Спасибо, кстати, моему подписчику, который дал ее для обзора. Также я в ближайшее время надеюсь, что у меня появится возможность и на XF10 сделать обзор. Камера, конечно, дурацкая, но, может быть, я ее недооценил в свое время, когда в руках держал. Может быть, она и не так плохо, как мне казалось. Посмотрим. Также пару месяцев назад выходил у меня обзор на Leica Q. Ну и, естественно, у меня есть обзоры на Ricoh GR 2 и на камеру, которую я считаю вообще близкой к, ну не знаю, эталону, наверное, можно так сказать. То есть камера, которая почти идеальная. То есть у нее есть куча каких-то мелких недочетов, недостаточков, каких-то вот таких минимальных косячков, которые, в принципе, можно стерпеть, но вот не дает они ей быть прям совсем супер офигенной. Это GR 3. Ricoh GR 3. Камера просто офигенная, обзор также на канале есть, можете посмотреть. И как раз таки в большом обзоре на Ricoh GR 3 я проследил эволюцию того, как камеры серии GR развивались с еще конца 90-х и до сегодняшнего момента, до самых современных ее моделей с APS-C сенсорами. И как раз средним таким недостающим звеном, для меня, по крайней мере, было в этом эволюционном таком движении, это была камера как раз таки какая-нибудь с матрицей маленькой 1 на 1,7, которую они выпускали, как только перешли в цифровую эпоху. Первые самые, там, мне не особо захотелось бы, наверное, обозревать, там, первая, вторая и третья модели. Они неплохие, интересные по-своему, но уже слишком, старые. Там уже как бы из них тяжеловато что-то было бы выдавить. А вот как раз четвертая, я с большим трудом ее нашел. В России их вообще практически невозможно найти. В общем, мне захотелось сделать обзор на камеру, которая предшествовала переходу Ricoh GR на уже APS-C размер сенсора. Вот самая последняя такая высшая точка их развития с 1 на 1,7 матрицами. Да, матричка здесь мелкая, да еще и не слишком современная, она без обратной засветки, матрица CCD-шная, но зато у нее цвета чуть поинтереснее, чем у более современных CMOS, но при этом, да, она, конечно, шумит довольно значительно на не особо-то высоких ISO, там даже на ISO 400 там уже довольно фигово все с шумами. Мне-то пофиг, я и не на такое снимал, так что сегодня я с вами поделюсь своим опытом использования этой камеры, расскажу про нее достаточно подробно, что она может, а что она, в общем, не может. И вообще мне было любопытно посмотреть, из чего выросли современные GR, вот как они постепенно так вот развивались. Причем замечу, что развивались они все-таки семимильными шагами, то есть там не то, что эволюция какая-то такая прям мягонькая и нежная, она прям такая достаточно активная, с каждой новой камерой становилось все круче и круче, причем значительно. Эта камера забавна очень многими вещами, она имеет большое количество всяких инженерных крутых решений, очень необычных, очень инновационных по тем годам. Например, у нее есть оптический стабилизатор на матрице, что в компактах вообще как бы фиг сыщешь. У нее есть фазовые датчики, которые вынесены вообще наружу, но мы об этом чуть позже подробно поговорим. Еще забавная деталь, у этой камеры любые показатели, они никогда не округляются. То есть ты, например, снимаешь где-нибудь на какую-нибудь камеру, у нее там условно выдержки там 1/60, одна там 100, одна 125, какие-то такие вот округления четкие есть. А здесь может быть, допустим, одна, там, не знаю, 1153, к примеру, то есть там буквально до каждой единички всегда точно отмеренные цифры. ISO здесь тоже не такими градациями идет, то есть не то, что там 100, 200, там 400, а там может 134, 100, там, не знаю, 73, условно, оно бывает разным, и это довольно тоже прикольно и необычно. Начнем, как обычно, с внешнего облика и управления, тем более, что тут все лаконично и, в общем-то, идентично по расположению кнопок в основной части, конечно же, всем остальным GR, который я уже обозревал, это GR 2 и 3. Корпус, конечно же, из магниевого сплава, очень прочный, металлический, легкий. И, конечно же, камера легче и мельче, чем новые модели. Например, вот для сравнения, как она выглядит рядом с обычным GR 2, у которого уже APS-C матрица. Тут все-таки сенсоры оптика крошечные, так что вполне понятно, почему такая разница
Но заметьте, что разница не настолько большая. Например, если сравнивать с GR3, то они примерно одного и того же размера. А у GR3 тоже APS-C сенсор. И это довольно круто с точки зрения того, как инженеры справились с расположением, с тем, как уместили все, точнее, добро, которое есть в GR3. Вернемся к нашему GR Digital 4. Органы управления тут точно такие же, как я уже сказал, примерно такие же, как и на остальных GR, как у всех вот этих Ricoh. Сверху есть полноценный башвак под вспышечки. Также есть встроенная вспышка, которая вызывается вот здесь сбоку рычажком. Она, к сожалению, не такую конструкцию крутую имеет, как у более современных Ricoh GR. Но тоже довольно неплохая. Кнопка включения вызывает вот этот вот жужжащий хоботок наружу. Горит зелененьким. Опять же, как обычно у Ricoh GR. Спереди, опять же, как обычно, здесь в таком углублении для пальца удобно расположено колесико управления. Ну, в данном случае у меня стоит управление диафрагмой. Как всегда, здесь большущая удобная кнопка спуска. Она мягкая, приятно нажимается. Просто чудесная кнопка. Мне она нравится. Наверное, одна из лучших кнопок вообще, какие я когда-либо на камерах нажимал. Колесико выбора режимов тут, естественно, так же, как и у остальных, с блокирующей кнопочкой. Сзади также традиционный, крайне удобный рычажок Adjustment, то есть ты на него нажимаешь, он кликабельный и при этом двухпозиционный в разные стороны. В обычном состоянии на него можно повесить какие-нибудь функции, а так, если на него кликнуть, то он вызывает быстрое меню. Тоже очень удобное, тут же сразу можно быстро ко всем настройкам метнуться в нем. Рядом с большим пальцем, но при этом не под ним, то есть вот ты как камеру держишь в случае, если ты решил вот таким хватом взяться, то есть ты случайно не нажмешь на эту кнопку, вот здесь качелька экспо-коррекции. Ну, если ты просматриваешь фотки, то тут увеличение, уменьшение будет висеть. Также есть самая обыкновенная крестовина с кнопкой меню ОК посередине. Любимая моя кнопочка макро на месте, и камера, кстати говоря, фокусируется с 1 сантиметра. Есть также кнопка, отвечающая за отображение инфы на дисплее. Можно его вообще выключить. То есть ты можешь буквально включить камеру, сам загасить экранчик, то есть чтобы вообще никак не палиться. И также есть две программируемые кнопки, то есть вот которая сверху и вот это FN2. На них можно любые какие-нибудь функции накинуть, которые тебе удобны. Все, как всегда, очень удобно. В любом хвате, как бы ты ни держал, у тебя всегда все кнопки в доступе, когда ты управляешь одной рукой. Вот таким и должно быть управление премиального компакта, когда любые настройки в легком, легчайшем просто доступе. Кстати, раз уж мы смотрим сзади на камеру, надо сказать пару слов про дисплей. Он отличный, 3-дюймовый, яркий. У него разрешение 1 230 000 точек, что и по сегодняшним меркам цифра достаточно хорошая. Сейчас далеко не у каждой обычной камеры за $1000 есть такое разрешение. При этом также интересное решение то, что у этого дисплея снаружи только та часть, которая реально задействована, потому что остальное все скрыто под корпусом. Он, к сожалению, не тач, ну это все-таки 2011 год, тогда редко у каких камер было тач управление, может быть даже вообще ни у каких, я насколько не могу так вспомнить, были тогда камеры или нет с тачем. На левой грани, как я уже показывал, здесь только рычажок вызова вспышки, никаких других кнопок нет, в отличие от более современных джаров, где там есть программируемая кнопка также дополнительная. Справа под небольшой заглушечкой резиновой у нас находится HDMI и USB. Снизу, конечно же, есть резьба для штатива. Под маленькой крышечкой у нас находится карта памяти. Также здесь есть у нас с рычажком блокирования аккумулятор. Он довольно небольшой, на самом деле 1250 мАч, как здесь написано. Причем аккумулятора хватает почему-то на огромное, для компакта количество снимков. И я его, когда использовал, где-то на 500-600 где-то снимков в среднем его хватает. Это довольно серьезный показатель для такой крохотной камеры. Также занятно, что если заглянуть вот сюда в отсек, можно увидеть, что и тут есть возможность вставить сюда батарейки стандарта 3А. Я такой фигней не занимался, поэтому ничего про это не расскажу. Даже не представляю, насколько там должно их хватить. У меня просто 3А, на самом деле, батареек нет, поэтому уж извините. Спереди у нас есть лампа подсветки, но в ней особой нужды нет, так что лучше просто отключить. В темноте без больших проблем она прекрасно фокусируется. Позволяет это сделать вот тут установленный
модуль фокусировки дополнительный. Я, честно говоря, у других камер такого вообще никогда не видел. Обычно фазовые датчики, они где-то внутри, в недрах самих камер запрятаны бывают. Ну а здесь фазовые датчики вынесены вот так вот наружу. Довольно тоже интересное конструкторское решение, необычное. И, как ни странно, этот модуль действительно помогает камере фокусироваться быстрее, особенно в сложных каких-то условиях, где только контрастный метод уже может тупить. Мы об этом поговорим сейчас подробнее, но сначала должен показать маленький светосильный фикс-объектив 6 мм f1.9. При включении и выключении он страшно жужжит, что мне не нравится. Новый GR, они практически бесшумны. В выключенном состоянии он, конечно же, закрыт шторкой, никаких дурацких крышечек тут нет. И традиционно, если снять колечко, вот это вот вокруг объектива, то можно увидеть здесь и контакты, и возможность крепления дополнительных каких-то аксессуаров. Аксессуаров довольно большой выбор, типа широкоугольный конвертер, переходник на светофильтры и бленду. И как и все GR, камера отлично лежит в руке. Как бы ты ее ни взял, можно так держать, можно так держать, можно сяк держать, можно вообще там двумя пальчиками. Как угодно ты можешь ее держать, она супер легкая, супер не скользкая, очень удобно лежит в руке. В любых положениях у тебя всегда все кнопки находятся в доступе. Единственное, да, вот бесит жужжащий объектив. В остальном это вот прям хорошая современная камера GR. Ну а сейчас мы уже поговорим тогда о картинках с нее получающихся. Камеру я еще успею похвалить. Давайте сначала я поговорю немножко о плохом, о тех решениях, которые мне не очень понравились в этой камере. Например, здесь есть встроенный ND-фильтр, но он тебе недоступен для управления, то есть ты не можешь его спонтанно, хотя захочется, включить. Очень странная вещь, то есть он включается только автоматически самой камерой в определенных условиях, и как бы иди ты в жопу, пользователь. Также тут стоит довольно уже старинная матрица CCD-шная на 10 мегапикселов, причем по моим ощущениям такая же, как Samsung EX1, который я обозревал в прошлом году. И не скажу, что матрица это прям чудовищная, не могу сказать, что она прям вообще никакая, но все-таки для 2011 года она довольно хреновенькая. То есть у нее и DD не особо выдающийся, чуть повышенных от ее минимального показателя в 80 ISO, конечно же, да. Ну и шумит она, соответственно, как полная вообще жопа. ISO 200 это, наверное, ее потолок нормальной приемлемой картинки. На ISO 400 там уже даже смотреть просто страшно, поэтому лучше до таких показателей не поднимать ISO. Благодаря встроенным фазовым датчикам камера ночью фокусируется довольно хорошо, но если ты в кромешной тьме собираешься что-то снимать, то ISO ты поднять в любом случае не сможешь, потому что будет просто кошмарная картинка, вот примерно ISO 400. Но камера компенсирует это тем, что у нее есть довольно крутой стабилизатор. То есть тут на матрице действительно работающий, хороший стабилизатор, который позволяет делать на выдержке там 1/10, 1/5 секунды вполне нормальные снимки, которые не стыдно никому показать, никакого смаза там не будет у тебя. При этом ISO можно как раз таки выше 200 и не поднимать. Резкость у объектива, конечно, не такая запредельная. Но тут еще и матрица не дает разгуляться, она все-таки достаточно мало мегапикселов имеет, ну и при этом со сглаживающим фильтром, да еще и CCD-шка. То есть, соответственно, у тебя не такие резкие кадры будут получаться, как на современной GR с APS-C-сенсорами. Также по углам кадра имеются хроматические аберрации небольшие. Ну, опять же, да, у новых камер они успешно давятся внутри самой камерой,
программно. Да, здесь придется немножко покрутить их руками, но опять же, если ты в JPEG снимаешь, то тебе пофиг, у тебя их там не будет. В JPEG-то оно и камерой давится, а в RAW придется все-таки на постпродакшене покрутить. Ну и возвращаясь к резкости, резкость хоть и не запредельная, как я уже сказал, но она вполне нормальная, вполне неплохая и, главное, равномерная по всему полю кадра, то есть нет какого-то резкого снижения к углам. Ну, так же, как и хроматические аберрации, здесь не исправляется автоматически самой камерой дисторсия и виньетирование. Они тут тоже присутствуют в полном объеме, но, опять же, они убираются буквально в пару кликов. И понятно, что в JPEG они тоже отсутствуют, но я-то снимаю в RAW, потому что мне все-таки нравится больше контроля над изображением своего личного, ручками покрутить. Ну, если не снимать в каких-то уж прям очень экстремальных условиях, где очень большой разброс между тенями и светами, то картинка в RAW получается вполне приличная, ее можно там подвигать и в сторону светов, и в сторону теней, незначительно, но она настраивается, то есть, в принципе, картинка очень качественная. И раз уж мы заговорили про JPEG, то да, здесь очень крутые JPEG. Я не любитель снимать в этот сжатый говноформат, но меж тем здесь камера действительно может выдавать очень красивую картинку. Есть всеми любимый, замечательный высококонтрастный ЧБ. Фокусируется камера довольно шустро, промахи с ее стороны довольно редкие, но все-таки, чтобы совсем избежать каких-то недопониманий с этой камерой, можно просто выключить вообще нахрен фокусировку, прикрыть диафрагму, включить режим снапшот и идти просто щелкать, потому что матрица маленькая, глубина резкости большая, у тебя практически все всегда в резкости на прикрытой диафрагме, идешь и просто кайфуешь. Стрит-фотографии с хорошим освещением на эту камеру получаются просто отменные, но и с плохим освещением ночью тоже снимки получаются довольно хорошие, потому что вспышка действительно очень мощная у камеры, она заряжается, единственное, что довольно долго, но когда зарядилась, если ты подгадал момент, кадры вполне неплохие получаются. Ну и макроснимки тоже получаются довольно крутыми. Как я говорил, камера все-таки фокусируется с 1 сантиметра. То есть ты буквально можешь там какие-то росиночки, ворсиночки, совсем какие-то мелкие вещи снять с очень близкого расстояния. Причем на довольно длинной выдержке. Потому что, например, вот ягодки я снимал в полной вообще кромешной темноте в каком-то сарае. Но при этом все отлично проэкспонировано. И здесь соточка. Выдержка, естественно, там 1/5 секунды.
При естественном освещении скинтона камера выдает довольно приятные, ну, то есть вполне вменяемо выглядит человеческая кожа, но при искусственном освещении иногда немножко творит дичь. Ну и на сегодняшний момент, конечно, камера уже по картинке и по гибкости ее настроек уже кажется довольно устаревшей, ей уже больше 10 лет все-таки, но при этом до сих пор она отлично управляется, отлично лежит в руке, ею действительно классно, удобно, приятно пользоваться. Есть минусы у нее, да, долго включается, долго выключается, объективчик жужжит слегка больше, чем мне хотелось бы, но в остальном вопросов к ней почти что нет. По большому счету этой камере мешает раскрыть ее мощный потенциал только маленькая старая матрица. Но как бы здесь уже ничего не попишешь. Но эта проблема спустя пару лет после ее выхода была решена в Ricoh GR самым первым с APS-C сенсором. Там наконец матрица стала крутая, и это стало следующим мощным шагом вперед. Ricoh GR Digital 4 в 2022 году для меня представляет интерес скорее как очень крутая коллекционная вещь, очень интересная новая игрушка, с которой мне прям понравилось обращаться. Я получал удовольствие от ее использования, кайфовал. Но это уже не совсем серьезно. Мне просто было интересно с ней позабавиться, посмотреть, что она может, какая она была. Это Ricoh GR Digital 4. Ну, надеюсь, также вам было интересно посмотреть, что я про нее расскажу. Можете высказывать свои мнения в комментариях. Также не забудьте подписаться, если здесь впервые. Ну и до новых встреч, пока.